Аспекты — это ключевые составляющие сеанса регрессионной терапии. Во время этого процесса мы обращаем внимание на различные аспекты жизни и опыта клиента, чтобы лучше понять и решить проблему или вызов, с которым они сталкиваются. Аспекты могут быть связаны с эмоциями, физическими ощущениями, отношениями, прошлыми событиями или даже представлениями. Мы исследуем эти аспекты в контексте прошлых жизней или детства клиента, чтобы раскрыть скрытые причины и помочь им осознать и преодолеть свои трудности. Наши специалисты обладают определенными навыками и инструментами для работы с аспектами в рамках регрессионной терапии. Наша команда поможет вам разобраться в вашем опыте и достичь глубокого понимания себя. Если у вас есть какие-либо вопросы или хотите узнать больше об аспектах в регрессионной терапии, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы всегда готовы помочь вам. Давай я расскажу тебе, что такое аспекты в рамках регрессионной терапии. Аспекты — это разные части или аспекты личности, которые могут быть активными или неактивными в разные моменты времени. Во время сеанса регрессионной терапии мы исследуем различные аспекты, чтобы понять и преодолеть проблемы и блоки, которые мешают нам жить полноценную и счастливую жизнь. Например, у нас может быть аспект, связанный с детскими травмами или негативными убеждениями о себе. В процессе работы мы можем обнаружить эти аспекты и помочь им излечиться или преобразиться. Это позволит нам освободиться от старых шаблонов поведения и достичь лучшего самочувствия и успеха. Если у тебя есть еще вопросы по этой теме или нужна дополнительная информация о нашей методике работы, не стесняйся обращаться. Под видео в описании есть наша почта. Давай расскажу тебе, что такое аспекты в сеансах регрессионной терапии. Итак, аспекты — это разные фрагменты личности или определенные части опыта, которые могут быть связаны с определенными событиями или эмоциями. Во время регрессионной терапии мы исследуем прошлые жизни или детство, чтобы обнаружить и понять различные аспекты нашей личности. Например, если у человека есть проблема с низкой самооценкой, мы можем провести сеанс регрессионной терапии для поиска аспектов, связанных с этой проблемой. Может оказаться, что в прошлом было какое-то значимое событие или травма, которые повлияли на формирование низкой самооценки. Путем исследования этих аспектов и работы над ними в ходе терапии мы можем помочь клиенту изменить свое отношение к себе и улучшить самоощущение. Важно понимать, что каждый человек имеет множество аспектов своей личности, как положительных, так и отрицательных. Регрессионная терапия помогает обнаружить и разобраться в этих аспектах, чтобы достичь глубокого понимания и саморазвития. Когда человек собирается провести сеанс регрессии, очень важно иметь четкое представление, зачем это нужно и какую цель он хочет достичь. Не рекомендуется делать регрессию просто из любопытства или ради забавы. Цель может быть связана с избавлением от каких-то страхов, комплексов или психологических проблем, уходящих корнями в прошлое. Или с поиском ответов на вопросы о смысле жизни, предназначении, отношениях с близкими. Чем четче сформулирована цель, тем легче специалисту выстроить сеанс так, чтобы максимально приблизить к ней. Это поможет извлечь из регрессии наибольшую пользу и достичь исцеления. Поэтому перед сеансом важно ясно определить свои мотивы, ожидания и то, какой результат хотелось бы получить в идеале. Это увеличит шансы на успех регрессивной терапии. Человек устроен так, что подсознание воспринимает команды и установки, которые дает сознательный разум. Поэтому так важно контролировать свои мысли и формулировать цели позитивно. Когда мы четко визуализируем желаемый результат, представляем процесс его достижения, наше подсознание начинает работать на осуществление этой цели. Оно ищет возможности и решения, которые рациональный ум пока не видит. В этом смысле цель действительно выполняет роль навигатора, она указывает общее направление движения. А наше подсознание, обладающее огромным творческим потенциалом, находит оптимальный путь к ней через конкретные мысли, решения и действия. Поэтому так важно научиться формулировать для себя конструктивные цели и задачи. Тогда наше подсознание будет работать на их достижение, приводя к желаемым результатам. И чем яснее цель, тем эффективнее этот процесс.
Человек устроен так, что подсознание воспринимает команды и установки, которые дает сознательный разум. Поэтому так важно контролировать свои мысли и формулировать цели позитивно. Когда мы четко визуализируем желаемый результат, представляем процесс его достижения, наше подсознание начинает работать на осуществление этой цели. Оно ищет возможности и решения, которые рациональный ум пока не видит. В этом смысле цель действительно выполняет роль навигатора, она указывает общее направление движения. А наше подсознание, обладающее огромным творческим потенциалом, находит оптимальный путь к ней через конкретные мысли, решения и действия. Поэтому так важно научиться формулировать для себя конструктивные цели и задачи. Тогда наше подсознание будет работать на их достижение, приводя к желаемым результатам. И чем яснее цель, тем эффективнее этот процесс. Некоторые негативные событийные цепочки и повторяющиеся ситуации можно уподобить замкнутому кругу или петле. Часто в их основе лежит какая-то глубинная причина. Действительно, чтобы разорвать этот порочный круг, нужно, прежде всего, выявить первопричину, тот самый узел, из которого разрастается вся система. Это может быть некое решение, убеждение, установка, принятые нами в прошлом, в этой или другой жизни. Или психологическая травма, ставшая программой на повторение опыта. Как только первопричина прояснится, можно осознанно разрушить звенья этой цепи. Пересмотреть старое решение, изменить установки, исцелить травмы прошлого. Тогда исчезнет импульс, который подпитывал замкнутый круг событий, и человек сможет двигаться дальше по спирали развития, а не бежать по кругу. Так мы обретаем свободу творить свою судьбу, а не быть рабами прошлого. Регрессионная терапия может быть очень полезна для проработки глубинных внутренних программ и обусловленностей, которые влияют на нашу жизнь. Вот несколько аспектов ее пользы. Помогает выявить скрытые психологические травмы, убеждения и шаблоны, уходящие корнями в прошлое, осознать их влияние. Дает возможность еще раз пережить важные ситуации прошлого, но уже с новым пониманием и принять более конструктивные решения. Способствует избавлению от негативных установок, страхов, комплексов, сформированных в прошлом из-за травмирующих событий. Позволяет исцелить эмоциональные раны, простить себя и других, обрести внутренний мир и гармонию. Раскрывает скрытые таланты, ресурсы, знания прошлых жизней, которые можно использовать для роста. Регулярно работая с прошлым при помощи регрессии, можно на глубинном уровне трансформировать свою жизнь к лучшему. Это мощный инструмент исцеления и раскрытия внутреннего потенциала. Освобождение от ограничивающих программ, убеждений и решений, принятых в прошлом, имеет большое значение для дальнейшего развития и роста человека. И вот почему. Во-первых, старые программы мешают идти вперед, заставляя поступать по шаблонам и стереотипам. Освободившись, можно творчески подходить к жизни. Второе. Убеждения, сформированные когда-то, могут больше не соответствовать реальности, но продолжают влиять из подсознания. Их нужно пересмотреть. В-третьих, решения, принятые в прошлом под влиянием эмоций или незнания, теперь могут себя исчерпать. Их нужно отпустить, чтобы двигаться дальше. Четвертое. Старые программы ограничивают потенциал человека, заставляя довольствоваться малым. Сбросив этот груз, можно раскрыться в полной мере. И что самое важное, это позволяет обрести внутреннюю свободу и радость творчества. Ведь мы сами начинаем выбирать, как мыслить и действовать. Освободите разум от устаревших догм, и вы почувствуете прилив вдохновения творить свою судьбу и развиваться дальше. Но наше прошлое сидит в нас и портит все наши устремления к лучшему. Как будто в нас живет ворчливый дед, что учит нас с утра до ночи. Он твердит: не смей мечтать о большем, довольствуйся малым. Ты недостоин успеха, сиди тихо в углу. Зачем тебе новые знания? И так сойдет. Этот скучный ментор — наше прошлое со шлейфом старых страхов и комплексов. Оно думает, что знает наперед, чего мы достойны на самом деле. Но разве птица в клетке может знать о небе? Пора послать дедушку прошлое подальше и расправить крылья. Взлететь выше прежних ограничений к новым горизонтам мечты.
Пусть ворчит себе внизу, но не смеет больше диктовать, как жить. Ведь каждое мгновение мы сами творим свою судьбу. И нам решать, куда лететь дальше. Кто сказал, что мечты лишь для детей? Что взрослому? Пора о них забыть. Нет, мечта — волшебные крылья за спиной, на которых душа парит над серыми буднями. Однажды я мечтала выучить все языки мира. И вот уже изучаю английский. Пусть медленно, но верю, овладею. А мой приятель мечтает об отдыхе на Марсе. Уже копит на ракету, хоть ему за 80. Говорит, к столетию как раз наскребет на билет. Так пусть ваши мечты будут еще безумнее. Пусть они заставляют окружающих посмеяться. Ведь самые смелые мечты имеют свойство сбываться. И тогда все скажут, как он этого добился. Как осмелился пойти наперекор стереотипам. А вы лишь тайно улыбнетесь. Я просто никогда не переставал мечтать. Как птица стремится к горизонту, так и человек должен устремляться к своим целям, не оглядываясь назад. Но старые травмы, обиды и ошибки — то самое болото, что сковывает движение. Они тянут нас вниз своими крючьями, если мы позволяем им это. Однако можно разорвать эти путы прошлого, вырвать крючья негатива из души. И тогда откроется свобода, лететь легко навстречу мечтам, не оглядываясь назад. Конечно, это требует мужества и усилий. Но разве есть что-либо более важное, чем обрести крылья взамен кандалов? Выбор за нами в каждую секунду нашей жизни.